Пришло время внести последний штрих в нашу анимацию прыгающего мяча. Чтобы четко понять, что нам нужно изменить, я изменю частоту кадров анимации, перейдя в параметр документа «Частота кадров». Здесь мы можем найти кучу предустановок, которые будут задавать темп нашей анимации. В настоящее время мы используем классические 24 кадра в секунду, но обычно они используют 30 кадров в секунду. Здесь я выберу пользовательскую частоту кадров и установлю ее на 5 кадров в секунду. Теперь, когда я включаю свою анимацию, она как бы воспроизводится в замедленном темпе. Это хороший способ определить различные положения прыгающего мяча, и это может быть методом выявления проблем с расстоянием. Переключившись обратно на 24 кадра в секунду, я выберу объект и перейду на панель траектории движения. Я установлю диапазон анимации от 0 до 24 кадров в секунду. И поскольку это функция, которую я часто использую, я щелкну правой кнопкой мыши на кнопке «Рассчитать» и добавлю ее в свой быстрый избранный. Таким образом, когда я нажимаю клавишу Q, я могу получить доступ к функции вычисления в любом месте 3D окна просмотра. Теперь ты можешь увидеть наш интервал и попытаться понять, что не так с нашей анимацией. Когда объект падает в космосе, он ускоряется, пока не коснется Земли. Скорость объекта может стабилизироваться из-за трения о воздух. Но если нет силы, тянущей наш мяч вверх, его просто разгонять, пока он не коснется Земли. Значит, интервал должен увеличиваться от одного кадра к другому, пока он падает. И мы можем видеть, что происходит на этих кадрах. С каждым кадром вперед расстояние становится все больше. На последнем кадре расстояние становится меньше. Это означает, что мяч замедляется перед ударом о землю, и это неправильно. И это то, что мы можем прочитать на кривой. Как объяснялось ранее, кривая должна становиться все более и более вертикальной по мере приближения к нулевому значению, которое является нашим базовым значением. В то время как здесь мы видим, что она имеет S-образную форму, которая заставляет мяч замедляться, прежде чем коснуться земли. Кривая ослабевает по направлению к земле. Но поскольку мы хорошо заблокировали нашу анимацию, это выглядит не так уж плохо. Эти две поломки в настоящее время помогают нам добиться лучшего результата. Вот почему блокировка может быть очень важна. Чтобы исправить основные ключевые кадры, нам просто нужно переключить ручку, нажав V на вектор. Теперь у меня больше нет этой S-образной формы на моей кривой. Чтобы сделать все еще более понятным, давайте избавимся от наших двух ключевых кадров разбивки, выбрав их и нажав клавишу X. Я тоже вернулся к базовым шариковым ручкам. Когда я включу анимацию, ты лучше почувствуешь эту легкость при входе и выходе. Ты можешь видеть, как мяч ускоряется, когда он отрывается от земли, и до того, как он ударится о землю. А если я переключу обе ручки на вектор, теперь мы сможем почувствовать, что мяч подпрыгивает. Чтобы получить еще лучшее ощущение, я также немного увеличу кривую, переместив обе ручки вектора наружу. И масштабируя верхнюю клавишу, я заставлю мяч подниматься быстрее и удерживать немного больше в воздухе. Я привнес больше контраста в свою анимацию, изменив форму кривой, и теперь она более стилизована. Маленький штрих, который мы можем добавить, чтобы сделать ее еще более привлекательной, это немного сместить верхнюю клавишу одного кадра. Таким образом, у нас не будет одинакового времени, когда мяч поднимается, чем когда он падает. Мы можем пересчитать траекторию движения нашей анимации, нажав кнопку «Обновить траекторию». И вместо опции «В пределах досягаемости» я переключился на «Вокруг кадра». Оттуда я могу выбрать, сколько кадров я хочу видеть на траектории моего движения, да и после текущего положения мяча. Теперь, когда я смотрю на расстояние между моим мячом, мы видим, что когда он отрывается от земли, у него самое большое расстояние. И он замедляется, когда достигает самой высокой позиции, что правильно. Когда мяч падает вниз, мы также получаем правильное расстояние. Это становится все больше и больше по мере того, как мы приближаемся к ключевому кадру контакта. Теперь у нас довольно крутой ритм прыжков, так что давайте немного поработаем над масштабированием нашего мяча, или точнее над его сжатием и растяжением. Нажатие Alt плюс H в графическом редакторе покажет всю кривую. Я могу скрыть кривую расположения Z,
чтобы мы сосредоточились на кривой масштаба. Поскольку наше раздавливание шаров довольно жестокое, мы можем переключить эти ключевые кадры на векторные. Если у нас будет очень медленное раздавливание, мы оставим их такими, какие они есть, так как мяч будет постепенно поглощать удар для своего раздавливания. Простите за анимацию, я пытаюсь почувствовать движение мяча. Когда мяч падает, мы можем представить, что это непрерывность его падения. И поскольку мы работаем над анимацией езды на велосипеде, последний кадр совпадает с первым. Так что если я проверю кадр перед последним, я увижу, что у меня большое расстояние между основанием моего мяча и землей. Так что будет лучше, если я оставлю этот растворитель для промежутков между раздавливанием. Это означает, что я компенсирую позу раздавливания второго кадра на первом кадре. И у нас будет очень растянутая поза на нулевом кадре и очень сжатая поза на первом кадре. И так это будет переходить с полным эффектом. Теперь мы получаем более впечатляющее сжатие, если сравнивать с предыдущей версией. Но поскольку у нас смещен один кадр для сжатия, мы должны сделать то же самое для растяжки. Как ты можешь видеть, мой интервал между третьим и четвертым кадрами очень мал, поэтому я хочу более быструю анимацию. Я смещу клавиши на один кадр раньше, а также переключу их в вектор. Дальше будет сжатие воздуха. Я смещаю ключевой кадр, где мяч восстанавливает свою круглую форму, а затем он снова сжимается внутренней звездой, когда достигает наивысшей точки. Поскольку наивысшая точка находится на 15 кадре, я заставлю его раздавиться на 15 кадре. Я бы хотел немного отсрочить раздавливание, поэтому я сделаю так, что продублирую все клавиши на 8 кадре и смещу их на 10 или 11 кадр. Из-за этого весь изгиб конька становится плоским, а это значит, что с 8 по 11 кадр мяч идеально круглый. И по мере того, как мяч будет ускоряться, чтобы вернуться на землю. Я бы хотел немного компенсировать время, когда он начинает растягиваться на 2 фрейма, потому что мяч падает быстрее, чем поднимается. Так что сделать его растягивающимся немного раньше действительно имеет смысл. Анимация — это не линейное искусство, тебе нужно будет много времени ходить туда-сюда. И хотя анимация становится все более привлекательной, я чувствую, что что-то немного не так, и поскольку мы компенсировали много изгибов, мяч начинает расслабляться, пока он не оторвался от земли. Это означает, что мяч должен быть в воздухе на 4-м фрейме. Так что мне просто нужно заново отредактировать кривую для местоположения Z и сместить точку остановки на один кадр. И теперь, когда они снова воспроизводят мою анимацию, я чувствую, что в сжатии воздуха что-то немного не так. Мяч замедляется, затем он начинает сжиматься. И если мы дважды проверим расстояние между основанием мяча, мы увидим, что как только он начинает сжиматься, ослабление становится сильнее, и это лучше. Желтые стрелки постепенно уменьшаются, в то время как между двумя красными стрелками есть большая разница. Так что даже если это очень тонко, это делает анимацию немного странной. Так что снова я могу исправить это, просто компенсировав сжатие ключевых кадров, плато, которое мы создали раньше, всего на один кадр. Сделай так, чтобы это произошло немного раньше, чтобы оно лучше сливалось во время подъема. Я думаю, ты можешь спросить себя, как мне избавиться от сетки траектории движения и так далее. Моя проблема с жареным. Это путем деактивации наложения здесь. И поскольку это то, что я делаю постоянно, что я сделал, так это установил ярлык на оверлей. Ты можешь назначить ярлык любому инструменту или опции в Blender, просто щелкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав «Назначить ярлыки». Я лично использовал ярлык Power To, который находится рядом с клавишей Tab на моей французской клавиатуре. Я очень доволен этой анимацией прыгающего мяча. И в итоге мы увидели, что редактирование кривой может кардинально изменить нашу анимацию. Хорошая блокировка делает вашу анимацию немного лучше, когда вы переключаетесь на сплайн. Важно не бояться ломать кривую с помощью векторных маркеров. Смещение клавиши на один кадр действительно может изменить вашу анимацию и заставить ее выглядеть лучше самостоятельно. Не забывай, что дьявол кроется в деталях.